Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с таким вот буром от перфоратора. Это 10-ка, он, к сожалению, сломался. А сами знаете, чем длиннее вот эти буры в стенах, когда буришь, и можно арматуру попасть, его вот заклинило и сломал. Он, конечно, послужил свой срок, так что сделаем сейчас с него одну полезную идею. Чем выкидывать, лучше сделаем своими руками. Всем приятного просмотра, поехали! При помощи УШМ решил укоротить длину. Отрезанную часть, конечно, зажимаю в шуруповерт. И при помощи гриндера начинаю обтачивать его под конус. Обтачиваю его, конечно, не торопясь. И чтобы не опустить металл, периодически охлаждаю его в воде. По итогу получается вот такая заготовка. Делаю для себя и качественно, и чтобы придать ему товарный вид, шлифую его при помощи наждачной бумаги. Также при помощи наждачной бумаги обработал все углубления. На выходе получаем отполированную деталь. Теперь необходимо всю грязь вычистить и обезжирить. Также при помощи УШМ сделал запилы, чтобы наша заготовка в дальнейшем держалась лучше. Осталось сделать ручку. Делать ее буду из ЛВЛ бруса. Остался он у меня от двухтавровых балок. При помощи пилы отпиливаю нужный мне длины кусочек. Ох, а теперь ностальгия. Достал свой самодельный токарный станок по дереву. Конечно, у меня есть и покупной, но интересно поработать на своем, так сказать, поностальгировать. Дальше необходимо обработать брус и придать ему нужную мне форму. Ну а форму ручки я придумал из головы и делал ее на ходу. Друзья, и мой вам совет. Соблюдайте технику безопасности, она написана кровью. Обязательно одевайте очки и защитные все средства. Друзья, но я выбираю не только хороший инструмент, но и хорошую одежду. И мне на обзор прислали вот такой вот рабочий костюм бренд Хекля. Поработал в нем пару недель, хочу сказать, очень удобно и хотел бы немножко поделиться с вами. Самое главное, универсальный костюм и выглядит очень достойно. Взял щеточку, отряхнул, очистил его и совершенно не стесняясь можно выехать в люди. А то все привыкли, что рабочая одежда грязная и нужна только для того, чтобы ковыряться в мастерской. На костюме предусмотрен очень удобный капюшон. И если пойдет дождь, то ничего не страшно. В костюме совершенно не сковываются движения. Очень понравилась двухзамковая молния. Можно ослабить низ, оставив верх закрытым. В костюме предусмотрено огромное количество карманов, что на куртке, что на штанах. И туда можно поместить любой инструмент, в том числе и отвертки. Единственное, мне хотелось бы только цвет поярче. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. И для кого-то этот цвет будет идеальным. Друзья, ну в общем ссылочку на магазин оставлю в описании. Там вы сможете ознакомиться с ассортиментом. Друзья, но мы продолжаем. Получается вот такая вот форма ручки. Смотрится, конечно, очень интересно. Нашел у себя в заначках вот такой вот обрезок трубки. Внутренний диаметр у нее 20. Теперь необходимо подогнать край ручки под 20 мм. После того, как подогнал под нужный мне размер, начинаю отшлифовывать при помощи наждачной бумаги. Трубку отрезаю в нужный мне размер. Получилась вот такая вот заготовка, которую теперь необходимо будет насадить на ручку. Для лучшей фиксации трубки буду использовать двухкомпонентный клей. Клей на ручку намазываю, не жалея. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Теперь нужно будет выждать 20 минут, после этого можно будет приступать к дальнейшей работе. После высыхания ручку зажал опять в токарный станок и начинаю отшлифовывать металлическую часть и также деревянную. Теперь необходимо лишнюю часть отрезать. Получилась вот такая вот ручка, но заднюю часть необходимо будет вручную отшлифовать.
Центр в ручке уже намечен. Осталось только сделать углубление сверлом на 10. Ну а дальше все по отработанной схеме. Двухкомпонентный клей выдавливаем, перемешиваем и заполняем наше отверстие в ручке. Отверстие клеем заполнил полностью. Ну а теперь нашу заготовку вставляем в саму ручку. Как видите, клея я не пожалел, но теперь необходимо убрать все излишки. Оставляем сохнуть на 20-30 минут. Здесь у меня вот такой вот воск, называется он живая кора, предназначен для деревьев. Им хорошенечко обмазываю ручку. И чтобы воск лучше впитал в саму структуру дерева, использую строительный фен, нагреваю его на нужную температуру. Поры древесины раскрываются, воск становится более жидким и лучше проникает в саму структуру дерева. После вытираю насухо бумажной салфеткой. И у нас получается вот такая вот красивая ручка. Получилось довольно-таки необычно. И такая ручка, конечно, в единственном экземпляре. А в итоге получился рабочий инструмент под названием шило. Шило с легкостью справляется с разметкой на дереве. Даже не нужно прикладывать каких-то усилий. Но вы не думайте, что оно подойдет только для дерева. Шило также легко справится с разметкой и насечкой на любом металле. Причем делаю все на ваших глазах, и как видите, острота самого наконечника не изменилась. Причем сейчас можно будет услышать по звуку, что насечки на металле довольно-таки глубокие. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот ролик. Если вам понравилось, обязательно ставьте палец вверх. Если нет, ну, сами знаете, что тоже можно палец вверх. Вот. В общем, пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Как вам такая идея? Ручка получилась прям очень интересная, мне прям нравится. Ну и сам, конечно, бур не надо было выкидывать. Дал ему вторую жизнь. Вот. Ну, как всегда, все полезные ссылочки оставлю в описании под роликом. Переходим, смотрим. Вам я желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.